Куриные желудки по-корейски. Мы готовили с вами очень много разных, иногда даже странных блюд. Думаю, что и на это блюдо найдутся свои любители. Готовить будем из куриных желудков. Они нам потребуются в объеме 500 грамм. Сначала мы должны их промыть, и промывать мы их будем с добавлением муки. Мука нам потребуется в объеме 2 столовых ложек. Засыпаем муку в куриные желудки и сначала перемешиваем это в сухую. Все хорошо перемешав и распределив муку по всей массе куриных желудков, мы заливаем это водой и затем уже хорошо промываем это с водой. Для чего мы это делаем? Это поможет нам удалить с куриных желудков всяческие загрязнения. Затем мы хорошо промываем в холодной воде, удаляя также всяческие ненужные части и продолжая просто вычищать куриные желудочки. Можно промыть даже дважды, это даже лучше. После этого мы должны вскипятить воду, и когда вода закипит, закладываем туда куриные желудки. Затем добавляем соджу, корейскую водку или просто водку, 1 или 2 стопки. Это поможет нам избавить их от неприятного запаха. И варим 2-3 минуты. Затем вынимаем желудки и кладем их на сито или друшлаг, чтобы они немного остыли. Также нам нужно подготовить 2-3 головки чеснока, просто очистить его и оставить их целыми. Также нам потребуется еще 3 зеленых перца чили. Перцы чили мы нарезаем кольцами, не слишком тонкими, но и не толстыми, среднего такого размера. Затем, когда желудки немного остынут, так чтобы их можно было трогать руками, мы их нарезаем. В принципе, вы можете их нарезать так, как вам нравится, или даже приготовить целыми, но тогда они могут, так сказать, не иметь такого жевательного эффекта. Чтобы он был, мы нарезаем их вот таким вот образом, как я показала. И все наши ингредиенты, очень нехитрое блюдо, да, всего лишь 3, готовы, и можно начинать. Мы нагреваем на сковороде растительное масло для жарки, некоторое количество. И когда масло нагрелось, сначала закладываем чеснок. И готовим мы все это блюдо на среднем огне. Когда вы почувствуете явный запах чеснока, то можно закладывать куриные желудки. Мы перемешиваем это с чесноком и готовим пассируя. Затем добавляем соль, 1 чайную ложку, когда желудки немного нагреются, и также черный молотый перец, также в объеме 1 чайной ложки. Никаких других азиатских специй мы сегодня больше использовать не будем, кроме кунжутного масла. Все это мы хорошо перемешиваем и продолжаем жарить до сильной обжарки, как чеснока, так и самих куриных желудков. И тогда можно закладывать зеленые перцы чили. Продолжаем это жарить, пассируя, но не очень долго, буквально 1-2 минуты, когда зеленый чили не размякнет и вы не почувствуете явный его запах. Когда это произойдет, то мы добавляем кунжутные семена обжаренные, 1 столовую ложку, перемешиваем и добавляем последний ингредиент, это кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. Все это мы хорошо перемешиваем, собирая с ложки остатки кунжутного масла, их там, как правило, остается много. И все это перемешав, мы выключаем огонь, снимаем блюдо с огня, и все, оно готово. Все очень просто, не хитро, подаем к столу. Подавая к столу, хочу сказать, что это блюдо идеально сочетается с алкоголем, а более всего с водкой. В данном случае это корейская водка соджу.
Как я и говорила, блюдо это на любителя. В основном, конечно же, его предпочитают есть мужчины, и есть его с алкоголем, как я и говорила прежде. В Корее есть такие питейные заведения, которые называются почанмача, и является популярным местом, чтобы перекусить или выпить до поздней ночи. Именно там, собственно говоря, вы можете встретить это блюдо. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!